Привет, ребята! Одна из подписчиц подкинула идею сделать видео о фишках и обузах. Так как видео вышло объемным, я решил разбить его на части. В этой части будут общие фишечки и обузы, которые полезны почти против всех убийц. Это прыжки в окно с ХГ, хилтек, контра дедлока. В общем, берите ручки и блокноты, записывайте и запоминайте. Ну и начнем мы с джамптека. Как вы знаете, после прыжка с возвышенности вы получаете стан на короткий промежуток времени, в зависимости от высоты, с которой вы прыгали. Чтобы избежать этого стана, нам нужны некоторые условия, а именно окно под этой самой возвышенностью. Самым популярным таким местом является окно под ХГ, так как такие окна под холмом спавнятся почти на всех картах, где есть возможность спавна такого ХГ. Мы посмотрели два примера, как правильно прыгать и как неправильно. Теперь же посмотрим, как это выглядит в динамике против убийцы. С холмами мы разобрались. Сейчас мы перейдем к картам, на которых есть высокая вероятность спавна абуза для джамптека. В мейне на угольной башне одно из этих окон всегда будет доступно для прыжка. Чтобы выполнить данный джамптек, вам нужно слегка нажать клавишу S, а затем зажать Shift W и спамить пробел. В присиде это сделать гораздо легче, так как начальная скорость сурва будет ниже обычной. Если вы пережмете клавишу S, то вы улетите слишком далеко и получите стан, и не сможете сделать джамптек. Посмотрим, как это выглядит в динамике против убийцы в двух вариациях. Имейте в виду, что убийца может заранее закрыть окно с бамбузла или просто сделать обратку и спуститься вниз по лестнице, тогда вы прыгнете на лицо убийцы. Старайтесь использовать данный джамптек с умом. На Гидеоне есть только одно такое место с вероятностью спавна 50 на 50. Это угловое окно коробки, которое всегда спавнится под этой дыркой. На Орманде вам нужно, чтобы заспавнилось именно центральное окно на втором этаже и делать исключительно Slow Vault. При попытках сделать Mid Vault или Fast Vault вас будет отбрасывать слишком далеко от окна на первом этаже, и вы получите стан, который не позволит вам сделать джамптек. На всех 5 вариациях Бэтхэма спавнится двухэтажный дом с двумя вариациями спавна окон. Сейчас я покажу вам, как правильно их обузить. И начнем мы с плохого окна. Чтобы выполнить данный джамптек, вам нужно слегка сместиться влево и побежать прямо, чтобы приземлиться напротив окна, попутно спамя пробел. С помощью этого джамптека можно даже сделать Fast Vault, но выполнить его крайне тяжело. Рассмотрим другое окно. Нам нужно добежать до середины дырки и спрыгнуть вниз. Если мы побежим просто прямо, тогда мы словим стан и не сможем сделать джамптек. Можно также использовать ходьбу, чтобы спрыгнуть вниз и не улететь по инерции. Все эти обузы и маршруты – лишь условности и концепция потенциала данного дома.
В реальном же матче могут быть совсем другие условия. Это сломанная стенка между окнами или наличие бамбузла у убийцы. Но основную суть и как реализовать спаун в этом доме, я надеюсь, вы поняли. На часовне я решил выбрать сложнейший спаун для джамтека, а именно вот такой. Чтобы его выполнить, вам нужно встать на краю дверного проема и зажать клавиши A и Shift, попутно спамя пробел. Если вы нажмете W, тогда вы приземлитесь далеко от окна и получите стан, который не позволит вам прыгнуть в окно. Ну и последней картой для джамтека является РПД. С помощью кнопки снятия с крюка можно избежать стана после падения. А если у вас есть перк быстрый и тихий, то убийца и вовсе может не понять, что случилось. Но такой сейф у меня получилось сделать всего лишь один раз, так как убийца не ожидал, что спасение придет свыше. Данная фишка существует с 2016 года, но мало кто из игроков пользуется ее полезными свойствами. Этот трюк позволяет растянуть целую фазу на крюке аж в 3 раза. Я со своим пингом 150 смог растянуть фазу на 2 минуты 55 секунд. Имея хороший пинг ниже 80, думаю, можно растянуть фазу на более чем 3 минуты. Данную технику можно применить, если убийца кемпит крюк и ходит вокруг подвала снаружи и не знает о вашем местоположении. Таким образом вы растянете целую фазу на 3 минуты, пока ваши два других тиммейта чинят генераторы. Но будьте осторожны с этой техникой при игре в соло. Висящий сурф может расценить ваши действия как БМ и ливнуть, а то и вовсе зарепортить за гриффинг. Помимо этого, два других сурва могут стянуться на сейф, и тем самым остановится ваш генраж. Но в целом фишка очень полезная, хоть и применяется очень редко. Данная фишка со сбросом и подбором предмета не позволяет воронам слететься над вами и выдать ваше местоположение. Она используется, когда вы находитесь в очень хорошем месте для стелса и не хотите куда-либо двигаться. Но старайтесь использовать бесшумные предметы, такие как аптечка и фонарик, так как ключ и тулбокс вызывают слишком много шума. Сейчас мы дождемся ворон и, не двигаясь с места, прогоним их, используя данную фишку. Когда убийца кладет вас на землю, у вас появляется анимация, которая не позволяет вам двигаться и немного отталкивает в сторону от удара.
Чтобы избежать этой подлой анимации, нужно в тайминг удара нажать кнопку жеста. Данная фишка очень полезная и всегда будет помогать вам доползти до палеты или выползти в ворота, если вы не успеваете по таймингам. Данная фишка схожа с Motion Tech, но отличается тем, что нужен тиммейт. С помощью хилтека вы можете помочь вашему тиммейту доползти до палеты или же выползти в ворота. Во время лечения лежачего сурва убийца не может подобрать его, поэтому он будет вынужден ударить вас и ждать кулдауна атаки. Во время кулдауна атаки убийца не может совершать каких-либо действий, поэтому у вашего тиммейта будет в запасе пара секунд, чтобы проползти несколько метров. Помимо стандартной спинки можно использовать засадный стан, которого не ожидает убийца, и далее прыгать по палете, вынуждая убийцу ударить вас. Во время прыжков по палете убийца не может ее сломать. Таким образом вы выиграете кучу времени для сурва, которого туннелит. Если у вас есть информация, что убийца использует комбинацию перков Ярость Духа плюс Стойкий, вы можете ее законтрить, дав вовремя спинку раненому тиммейту. Но будьте осторожны с убийцами, которые имеют ваншот механику. Перк убийц Deadlock является достаточно сильным против генраша. Этот перк не позволяет завести по цепочке несколько генераторов, так как после починки одного он блокирует самый горячий генератор на 30 секунд. Это дает информацию убийце о самом горячем генераторе на карте, благодаря которой он может задефать этот ген или воткнуть в него чертика. Но с помощью 99-го гена можно частично законтрить этот перк. Все, что вам нужно, это завести генератор на 99% и не заводить его, а оставить. Желательно, чтобы этот генератор был самым дальним от места основных событий, чтобы у убийцы не было соблазна пойти к нему и поставить на регресс. Оставляя такой генератор, имейте в виду, что у убийцы может оказаться перк «Текущий крюк резонанс боли», который мало того, что снимет 25% с генератора, так еще и поставит его на регресс. Поэтому, если есть возможность, периодически чекайте этот генератор. Еще одна особенность дедлока в том, что он не срабатывает на уже закрытые генераторы. Поэтому, если ваш генератор закрылся с дедлока и в течение 30 секунд дали еще один генератор, то закроется другой горячий генератор, либо рандомный холодный с нулевым прогрессом. Это можно заобузить следующим образом. Если вам осталось завести всего 3 генератора для подачи питания на ворота, тогда вы оставляете первый генератор на 99, второй генератор примерно на 97-98% и заводите третий. После заводки генератора Deadlock сработает на первый 99 ген, а второй генератор останется открытым. Дочиниваете второй и Deadlock прокает на любой другой открытый генератор, так как первый уже закрыт сущностью. Таким образом, вместо того, чтобы ждать 60 секунд, чтобы дать последний генератор, вы будете ждать всего 30. Чтобы разыграть ситуацию 1 на 1 после закрытия люка, открывайте ворота до буквы А в слове Escape. Это позволит вам подготовить ворота, не зажигая лампочку и не давая информацию убийце. Таким образом, вы выиграете для себя несколько секунд.
Данный трюк был придуман нашей командой еще в далеком 2018 году, но нам так и не довелось использовать его на турнирах, потому что такие ситуации чаще возникают в пабе, чем на соревновательной сцене. Когда на карте остались трое, вы, ваш тиммейт и убийца, в пабе часто происходит следующая ситуация. Убийца кладет на землю вашего тиммейта и начинает искать вас. Ходит по всей карте, разнюхивает каждый камень, обыскивает каждый шкафчик, чтобы утолить свою жажду и сделать 4 убийства. Если вы остались вдвоем с другом, вы оба сидите в войсе и вы оба знаете, где заспавнится люк, благодаря подношениям на мейне или на лачуге, тогда делайте следующие действия. Тот, кто упал, должен максимально далеко отползти от люка и начать копить рекавер на фулл. Дождайтесь, когда у лежачего сура будет 1% хп и поднимаете его. После следующего падения он умрет моментально и люк сразу заспавнится. Чтобы вынудить убийцу снова положить сурва на землю, нужно просто заводить генератор, вынуждая его это сделать. Если убийца поднимает и сбрасывает выжившего, не давая этому умереть на земле, тогда пусть выживший идет заводить генератор, не давая себя оттянуть. Спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Следующий ролик будет про фишки и абузы против убийц. Если я что-то забыл или упустил из общих фишек, напишите об этом в комментарии. Все, всех обнял, поцеловал. До свидания.